Многие думают, что вальгусная деформация – это только косметологический дефект, и он никак не сказывается на весь организм. Однако хочу сказать, что здесь происходит неравномерная нагрузка на сустав стопы, и в скором времени появляется артроз и боли в первом плюснефаланговом суставе, а именно где располагается шишка. Также в связи с тем, что со временем происходит нарушение толчка стопы, увеличивается приводящий момент колена и прогрессирует артроз и появляется боль в коленном суставе. И дальше для того, чтобы уберечь сустав от боли, перегружается тазобедренный сустав. Сегодня я расскажу, какие страхи и мифы существуют вокруг операции по поводу шишки, как это проходит и сколько длится восстановление. Меня зовут доктор Лобашов, я врач-травматолог-ортопед с 15-летним стажем работы и кандидат медицинских наук. Люди боятся делать операцию по исправлению деформации стопы по нескольким причинам. Первое, они думают, что деформация возникнет вновь. Действительно, есть такие опасения, потому что технически операции рознь. И неправильно сделанная операция приведет к тому, что шишка появится вновь. Для того, чтобы шишка вновь не появилась, мы основное вмешательство делаем на вот этой вот косточке, которая называется плюсневая кость. Если мы ее сдвигаем, то стопа заужается и рецидив возникнет не скоро. Второе. Долго восстанавливаться после операции. Третье. Шишка – это косметический дефект, и в принципе от того, что шишка уберется, стопа лучше работать не станет. Но, уверяю вас, это все мифы. Ну вот смотрите, пришла женщина с шишкой на стопе. Кого мы будем оперировать? Во-первых, мы будем оперировать те стопы, которые имеют выраженную деформацию, то есть если палец стоит ровно, мы это оперировать не будем, если он немножко отклонен, тоже не будем. А если уже мы видим, когда пальчики целуются или перекрестные пальчики, когда палец первый заходит на второй палец, то уже без операции здесь никак не справиться. Это опасно тем, что пальцевые мышцы перестают двигаться, это влияет на здоровье суставов. Суставы быстрее стареют, происходит деформация не только первого пальца, но и когтеобразная или молоткообразная деформация вторых, третьих пальцев. На подошве образуются наросты. Очень часто у людей с вальгусной деформацией первого пальца происходит стресс-переломы вторых, третьих плюсневых косточек, потому что большой палец он поднимается наверх и уже не несет никакую нагрузку. Соответственно, лечение стопы оно должно быть комплексно. То есть не существует реально отдельно консервативного и отдельно хирургического лечения. Если мы говорим про выраженные деформации стопы, то это только комплексный подход, который включает в себя операцию. На сегодняшний день операция – это зачастую мини-инвазивные технологии, которые можно использовать и у людей старше 70-80 лет, где открытые операции с разрезами делать сложно, потому что старше 70 лет у людей кожа в виде пергамента, она такая тоненькая и плохо заживает. В то же время мини-инвазивная хирургия, она приводит к тому, что кости срастаются уже через 4 недели после операции. Мини-инвазивная операция – это та, которая проводится под рентген-контролем через маленькие проколы. Она проводится без травматизации надкостницы, то есть кости они покрыты тонкой пленкой, по которой проходят нервы и сосуды. И мы делаем надрез надкостницы, пилим фаланги, пилим плюсневые косточки, все это смещаем и накладываем повязку. Повязку, в которой уже человек может ходить уже в день операции. Чтобы не было боли после операции, мы используем проводниковую анестезию. Что такое проводниковая анестезия? Это когда мы под УЗИ-навигацией ловим нервы, их около 4 или 5, в которые мы вводим лекарственный препарат, который проводят обратимую заморозку на 2 суток. Человек чувствует, как будто нога онемела. Самые страшные раньше считались это первые 2 суток. Сейчас уже таких болевых синдромов нету за счет как раз проводниковой анестезии, которая имеет свой длительный эффект. То есть операция выполняется в течение часа, швы заживают примерно за неделю. А реабилитационный период, он составляет, по сути дела, 0 дней. То есть с первых дней человек может ходить. И если человек не испытывает каких-то физических нагрузок на работе, то он может уже работать, по сути дела, с первых дней в специальной плоской обуви. То есть раньше использовалась обувь Барука, когда ходишь на пятки. Сейчас мы используем просто плоскую обувь, которая одевается на повязку. И эти повязки снимаются через 4 недели. И после 4 недель можно уже переходить в совершенно обычную обувь.
И миф, который говорит о том, что после операции шишки опять придут заново, он вполне обоснован, но он связан с еще другим мифом, что шишки, они просто происходят из-за слабости мышц. На самом деле есть причинно-следственная связь, и она заключается в том, что узкая обувь приводит к тому, что формируются шишки. И если человеку исправить вальгусную деформацию и опять его затащить в узкую обувь, то шишка, она заново образуется. Здесь надо выйти из порочного круга, поменяв обувь на широкую. Также шишки могут образоваться заново, если не поменять свой стереотип походки. Потому что, как я говорил в прошлом видео, вальгус — это триада, то есть это и отклонение пятки, и уплощение арки стопы. И если дальше ходить, заваливая свою стопу, то риск появления шишки, он увеличивается. Однако, если совместить хирургию, ЛФК и правильный подбор обуви, то повторное развитие шишки уже не страшно, потому что никаких уже неблагоприятных факторов уже не влияет на стопу. А ко мне часто приходят люди с шишкой на стопе, причем они носят одинаковую узкую обувь на обеих стопах, но на одной шишка есть, на другой шишки нету. Почему так происходит? Во-первых, ткани, они по-разному реагируют на одинаковое воздействие того или иного неблагоприятного фактора. Например, плечо и колено, оно также болит у людей в возрасте, хотя там, им, да, то есть суставам одинаковое количество лет. Мы имеем разные привычки, то есть одну ногу мы используем чаще как опорную, другую мы реже используем как опорную. Многие считают, что возраст — это противопоказание для коррекции вальгусной деформации первого пальца или шишки на стопе. И живут с этой шишкой, думаю, что вам осталось жить 2-3 года, а операция, она в целом такая серьезная, и восстановление после нее долгое, и восстановитесь вы после нее или нет. Однако это совершенно не так. Хочу вас успокоить, даже в 80 лет и старше можно избавиться от данной операции, потому что при остеопорозе, который часто встречается старше 65 лет, кости, они срастаются еще даже быстрее, чем у более молодых людей. И швы, они заживают быстрее, потому что делаются через проколы, и, соответственно, вот те осложнения, которые есть при больших разрезах, это долгое заживление раны, нагноение, они встречаются крайне мало. Также мини-инвазивная хирургия через проколы, она без металлических фиксаторов. И иногда после открытых операций, примерно в 30% случаях, вот эти вот фиксаторы, винты, они мешают и требуют удаления. Здесь данная методика лишена этого недуга. Итак, резюмируя вышесказанное, шишка на стопе, она встречается чаще у людей 50 лет, и бояться лечить ее не надо, восстановление происходит очень быстро. И вот как в примере, которым у нас здесь показан, женщина 60 лет обратилась с деформацией стопы, мы прооперировали ее за час, через 4 недели она уже начала ходить и до сих пор пишет мне благодарственные письма, что все прошло отлично. Поэтому в данной ситуации советую обратиться за помощью, можете написать прямо в комментарии или записаться на консультацию по ссылке ниже. Берегите свои стопы. Не запускайте себя, и здоровье — это самое ценное, что у вас есть. И запомните, что жить без боли достоин каждый. Здоровья вам и вашим стопам!